Всем привет! Чтобы представить себе внешний вид животного, о котором я вам сегодня расскажу, нужно соединить в своем воображении ежа, выдру и землеройку, а то, что в результате получилось, раскрасить черной и желтой красками. Представили себе этого чудо-зверя? В конечном итоге у вас получится весьма необычный портрет. Внешне это млекопитающее напоминает ежа, поэтому до 1998 года считалось его дальним родственником. На основе генетических исследований был сделан вывод, что тенреки близки к выдровым землеройкам, обитающим в западной и центральной части экваториальной Африки. Их эволюционные пути разошлись примерно 53 миллиона лет назад. Как они перебрались через Мозамбикский пролив, разделяющий африканский континент, и остров Мадагаскар, неизвестно. Впервые вид описал в 1798 году французский натуралист Жорж Леопольд де Кювье. Это создание скорее похоже на придуманного героя рекламного ролика, чем на реальное животное. Однако желто-черные полоски не нарисованы краской. Разноцветный зверек с Мадагаскара – представитель семейства, именуемого тенреками или щетинистыми ежами. Но в отличие от ежа, у полосатого тенрека иглы чередуются с жесткими волосками. К тому же иглы различаются по строению и назначению. Полосатый тенрек имеет небольшие размеры. Длина его тела достигает всего 18 см. И хвост, в отличие от других видов, тенрек очень короткий, поэтому и малозаметный. Весит эта колючая игрушка около 150 граммов. На него постоянно охотятся хищные фосы и мангусты, поэтому зверьку пришлось научиться обороняться. Надо сказать, метод борьбы тенреков с врагами довольно остроумен. Ежик просто стреляет в нападающего своими иголками. Выглядит это так. Он сжимается, наклоняет голову и резким движением выбрасывает свои иголки прямо в морду и лапы противника. Но это еще не все секреты, которые таит в себе волшебная шубка тенрека. Эти животные единственные среди млекопитающих, кто способен общаться друг с другом на манер сверчков или змей. Широкие и длинные иглы трутся друг от дружки и издают звуки, с помощью которых ежики обмениваются информацией с сородичами. Издают они звуки в диапазоне частот от 2 до 200 кГц. Человек способен услышать лишь часть этих звуков, однако тенреки улавливают их на расстоянии более 4 км. Сигналы могут передавать различную информацию, предупреждение об опасности, зов матери к детенышам или поиск самки. Для ориентации в ночном лесу используют метод эхолокации. Цокая языком, зверек издает звуки, которые отражаются от предметов, помогают определить их пространственное положение, а также размер, форму и даже материал. С помощью этого метода тенрек разыскивает любимую еду – червей, избегает врагов и различает сородичей. Это животное приспособлено к жизни не только в темноте, но и в холоде. Тенрек умеет понижать температуру тела до уровня окружающей среды, при этом оставаясь активным. А в особо сложные периоды впадать в состояние оцепенения. Эти уловки позволяют сберечь энергию. Живут полосатые ежики группами по 15-20 особей. Вся семья занимает длинную нору, обычно расположенную недалеко от водоема. Туннель длиной до 500 мм и глубиной до 150. Вход в свой домик осторожные тенреки заботливо прикрывают лицами. А рядом с норой обязательно сооружают что-то вроде уборной. Рацион состоит в основном из дождевых червей. Корм полосатые тенреки находят в почве и кучах опавших листьев. В них они копаются своими удлиненными мордочками и хватают жертву открытой пастью. Чтобы спровоцировать активность дождевых червей, зверьки периодически бьют по земле передними лапами и когтями. Один зверек съедает в сутки до 130 штук, что равно примерно 105 граммам или его собственному весу. Дождевой червяк проглатывается полностью, маленькие зубы лишь слегка используются для жевания. В поисках пищи полосатые тенреки часто заходят на рисовые поля и плантации маниока. Повседневное меню дополняется различными насекомыми и улитками. Изредка поедаются упавшие с деревьев спелые фрукты. Половая зрелость наступает в возрасте 4 месяцев. Брачный период проходит с сентября по декабрь и, как правило, совпадает с началом сезона дождей.
Самцы ухаживают за самками, обнюхивая у них различные части тела. Обнюхивание начинается с носа и шеи, а затем постепенно идет вдоль боков, туловища до основания хвоста. Часто оно сопровождается легкими укусами. Спаривание может продолжаться до 20 минут. Беременность длится около 60 дней. Самка приносит до 11 детенышей. Роды происходят в гнездовой камере, выстеленной изнутри мягкой травой. Новорожденные весят около 11 грамм, а длина их тела составляет 6 сантиметров. Глаза и уши у них закрыты, а на теле отсутствует волосяной покров, за исключением вибрис длиной около 6 мм. Вот такие они, полосатые ежики, удивительные и немного смешные. Если выпадет шанс увидеть их в живой природе, нужно непременно им воспользоваться. А вам спасибо, что были со мной в этом путешествии. Надеюсь, что это видео помогло вам почувствовать связь с природой и вдохновиться заботой о животных. Подписывайтесь на канал и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!